спонсор програми «Життя за правилами» Toyota Центр Харків Арт-Сіті на Коцарській. Прес-центр відділу зв'язків з громадськістю ГМВС України у Харківській області завжди гостинно розкриває свої двері перед представниками ЗМІ Харківщини. У стінах прес-центру проводяться різноманітні прес-конференції та засідання, учасниками котрих є представники влади і журналісти. 13 листопада напередодні Всесвітнього дня пам'яті загиблих в дорожньо-транспортних пригодах у прес-центрі відбулося засідання круглого столу на тему «День пам'яті жертв ДТП». Участь прийняли представники Державтоінспекції, Укртрансінспекції, Департаменту транспорту і громадських організацій. Я попрошу всіх почтить пам'ять погибших минутой молчания. И первое слово хотелось бы дать представителям ГАИ. Хотелось бы отметить, что статистика автомобильных происшествий по территории города Харькова и Харьковской области гласит о том, что в данный момент на протяжении этого года у нас идет снижение количества ДТП, как по количеству ДТП, также по погибшим и пострадавшим. Это идет по всем направлениям, не только по общему ДТП, но мы также еще ведем статистику по гибели и травмированию детей. Также намечается у нас большой сдвиг в сторону уменьшения количества пострадавших и погибших детей в дорожно-транспортных происшествиях. Ну, как правило, дорожно-транспортные происшествия совершаются по вине, по грубой вине водителей транспортных средств. Это превышение установленной скорости, нарушение правил маневрирования, а также есть факты, когда управление автомобилем водитель управляет в нетрезвом состоянии. Обидно, что от этого страдают не только сами водители и пассажиры, а также страдают еще и пешеходы, которые попадают под колеса автомобиля. Также у нас есть ДТП с пешеходами, которые переходят от проезжей части, переходят в неустановленных местах, от этого страдают они сами. Евгений Данилович, скажите, пожалуйста, как на транспорте снижается ДТП или все-таки есть тенденция роста? Если взять сравнительные цифры 2013 и 2012 года, 10 месяцев у нас идет снижение по всем показателям. Управлением Укртрансинспекции постоянно проводится в этом направлении работа. Как вы знаете, у нас каждый последний четверг месяца проводится комиссия по безопасности движения. Присутствуют на этих комиссиях все перевозчики. Мы доводим до сведения людей и разбираем каждое ДТП. В двух словах. Скажите, вот какие совместные мероприятия проводятся Департаментом транспорта, Сергей Борисович, если можно от вас, что проводилось или какие планируется провести мероприятия? Что делается? В городе Харькове существует принятая сессия Харьковского городского совета программа безопасности дорожного движения на 13-15 годы. Прежде всего, эта программа корреспондируется с программой родственного департамента строительства и дорожного хозяйства, чья деятельность направлена на содержание дорог, на строительство дорог и реконструкцию дорог. Мы работаем, обмениваясь информацией, и везде, где наши коллеги-дорожники занимаются проезжей частью, мы в обязательном порядке совершенствуем организацию дорожного движения. Это первое. Второе. Совместно с органами госавтоинспекции мы регулярно занимаемся вопросами анализа аварийности на территории города Харькова. В первую очередь это относится к местам устойчивых ДТП. В первую очередь стараемся обратить внимание именно на такие участки улично-дорожной сети. Правилом стало оборудование направляющими пешеходными ограждениями, светофорный объект во все стороны по 50 метров. Азиатская мера, вынужденная мера, извините, загон для людей строим. Но по-другому у нас, к сожалению, сегодня направить пешеходный поток для перехода через проезжую часть мы не можем. Поэтому город вынужден тратить деньги на это, несмотря на то, что у нас уже на сегодняшний день направляющих пешеходных ограждений более 21 километра, а их надо обслуживать, их надо красить, на это опять же отвлекаются средства громады. Но если это позволит сохранить человеческие жизни, мы как бы будем и дальше расширять объем таких ограждений.
Благодаря совместной комиссии по доступности, которую возглавляет депутат Харьковского городского совета и председатель общественной организации «Креавита» Еленой Шинкаревой, большая работа ведется по оборудованию светофорных объектов и вообще подступов к проезжей части для лиц с ограниченными физическими возможностями. Вы, наверное, обратили внимание, что при реконструкции светофорных объектов, опять же, нормой в городе Харькове стало занижение борта, там, где перепады высот, строятся пандусы. Все светофорные объекты, которые входят в реконструкцию, оборудуются звуковыми устройствами для людей с проблемами зрения и так далее. Это тоже обязательное требование. Я не хочу говорить европейское, это требование человеческое, это члены нашего общества, и мы обязаны о них заботиться. Кроме этого, уже в сотрудничестве с Укртрансинспекцией отдельный блок вопросов в программе безопасности посвящен обновлению подвижного состава, который работает на маршрутах города Харькова. Опять же, это связано в части использования транспорта для лиц с ограниченными физическими возможностями, для доступа колясочников. Это связано и, в принципе, глобально с безопасностью дорожного движения, с квалификацией водителей, требованиям к перевозчикам и так далее. И помимо этого мы продолжаем работу, но это уже скорее работа проектная по усовершенствованию дорожного движения в различных частях города, в частности, с профильным отделом управления ГАИ области. По результатам анализа аварийности мы берем отдельные территории, уже не перекрестки, а именно отдельные территории улично-дорожной сети и готовим проектные решения для их реконструкции. Сегодня вот уже буквально начали работу по строительству светофорных объектов на пересечении маршала Жукова и Петра Слинка. Спасибо, Сергей Борисович. Скажите, граждане, которые видят и считают, что на какой-то дороге необходимо поставить светофорный объект или пешеходный переход, к кому нужно обратиться? К вам, в департамент транспорта или в отдел ГАИ? Обращаться можно и в органы госавтоинспекции, можно обращаться и к нам, но все документы все равно мы рассматриваем вместе, и те проектные решения, которые внедряются, это совместный продукт. Я вообще ребятам на занятии говорю о том, что сейчас действительно, я это вижу, работает великолепная команда, в частности, и знаки пешеходных переходов, светофоры с секундами. Вообще до этого я Харьков, не то, что я люблю свой город, я родился в нем, но говорю, здесь такое огромное количество неграмотно установленных знаков, средств регулирования, настолько это такое ощущение, что люди случайно делали. Вот теперь я могу точно сказать, ситуация изменилась принципиально. Спасибо большое за это действительно это видно. Не потому, чтобы похвалить, а действительно люди профессионалы, потому что каждое изменение, которое сейчас я вижу на дорогах, такое ощущение, что вот они как бы подслушали то, что я говорил. Самые тяжелые и сложные аварии как раз происходят на перекрестке, когда у нас встречное движение, там, в общем, тяжелые по последствиям. Вот. И, как правило, если провести статистику, то эти аварии на перекрестках происходят как раз в ту минуту, когда загорается желтый свет. То есть один водитель ведет машину на желтый после красного, полагая, что он уже может ехать, другой ведет машину на желтый после зеленого, полагая, что он еще может. Причем, если водитель нарушает правила, он осторожен, он понимает, что он не прав. В этой ситуации оба водителя считают себя правыми. Смотри, какая ситуация. У нас в городе начали в последнее время применяться светофорные объекты, как правильно подметили участники дорожного движения, с обратным отсчетом времени. Светофорные объекты повышенной информативности. По мотоцикле ездить в удовольствие. Департамент профильный Харьковского городского совета поддержал инициативу госавтоинспекции о внедрении таких светофоров на уличной дорожной сети города. И, соответственно, вот тот факт, о котором вы сейчас говорите, что водитель не предупрежден, водитель не видит дорожную ситуацию. На светофорных объектах эта работа будет продолжена у нас в городе Харькове. Все основные магистрали города планируется оборудовать именно такими светофорами повышенной информативности. Соответственно, водитель, участник дорожного движения, и не только водитель, еще и пешеход, уже у нас
есть практика применения светофоров и для пешеходов с обратным отсчетом времени. Когда пешеход видит, ему вроде бы еще горит основной разрешающий зеленый сигнал, но он видит, что осталось 4 секунды, и он уже не выходит на проезжую часть. То же самое касается водителя. То есть, подъезжая к перекрестку, у него есть полная, четкая информация о том, сколько времени у него есть для преодоления перекрестка. Да, выезжать на перекресток он, безусловно, может на зеленый основной сигнал светофора, но если на нем 4 секунды времени осталось и зеленый еще не начал моргать, соответственно, водитель принимает решение для себя самостоятельно. Спасибо за ответ. Здесь еще у нас есть представители водителей. Олег Федоренко, он же дядя Фара, который больше известен как дядя Фара, основатель Севера автоклубов. Вопрос, вернее ответ на вопрос безопасности движения очень простой. Надо начинать с себя и с собственным личным примером показывать, как надо действовать. Поэтому если мы будем в первую очередь, садясь в автомобиль, пристегиваться, и банальная жадность даже заставляет пользоваться ремнем безопасности. Четверть стоимости современного автомобиля – это система безопасности. Подушки безопасности, ремни, датчики и прочее. Это четверть стоимости. Поэтому личный пример. Сел, пристегнулся. Вопрос вот, к сотрудникам ГАИ. Может быть, как-то можно все-таки не ужесточить наказание, а сделать его неотвратимым по ремням безопасности. Правильно уже подметили о том, что любой производитель автомобилей, да, они стараются обезопасить, всячески обезопасить. Устраивают и подушки безопасности, и шторы безопасности, и ремни, и смягчают для смещения ударов, делают какие-то технические вариации в бамперах автомобиля, в кузовах автомобиля, для того, чтобы человек как можно меньше пострадал от этого. Но все зависит от менталитета наших людей. Пока люди сами, водители сами не осознают о том, что это их безопасность, это безопасность их семей, никакие карательные меры, я думаю, здесь не помогут. То есть это должно прийти к каждому человеку, каждому водителю самостоятельно. Спасибо всем, кто принял участие. Безпека дорожнього руху – це одне з пріоритетних завдань служб Державтоінспекції. За удосконаленням безпеки дорожнього руху слідкують і автовиробники, розробляючи різноманітні системи безпеки автомобілів. Прежде всего, сегодня хотелось бы рассказать об автомобиле Toyota Auris, который оснащается современными системами активной и пассивной безопасности, дать классификацию, что все-таки относится к системам активной безопасности и что относится к системам пассивной безопасности. К активным системам безопасности автомобиля относятся системы, которые позволяют водителю не попасть в дорожно-транспортное происшествие. То есть это такие системы, как антиблокировочная система тормозов, система эффективного распределения тормозного усилия, система помощи при экстренном торможении, система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система. Все эти системы позволяют водителю более безопасно и прогнозируемо двигаться в потоке автомобилей, реагировать на сложные и экстренные ситуации возникающие, совершать резкие маневры в случае необходимости и сохранить контролируемое движение для автомобиля. Если говорить о системах пассивной безопасности, то данные системы призваны уменьшить последствия при попадании автомобиля в дорожно-транспортное происшествие, сократить травматизм для водителей и пассажиров и в какой-то части спасти жизнь в определенных моментах. К таким системам мы можем отнести систему, силовую конструкцию кузова автомобиля, в котором применяются различные стали, то есть высокопрочные стали, энергопоглощающие системы, которые позволяют распределять энергию удара по всему кузову, минимально деформируя сам салон автомобиля и препятствуя, в общем-то, попаданию излишних частей в салон. Дальше мы можем сказать, что к этим системам относятся ремни безопасности, оснащенные различными дополнительными системами, такие как преднатяжители ремней безопасности, система ограничения давления на ремень безопасности, также конструкции сидений и подголовников, позволяющие избежать хлыстовой травмы шеи.
Это системы подушек безопасности, шторок безопасности. Такие моменты, как применение негорючих материалов в отделке салона автомобиля. За даними краш-тестів Європейського інституту оцінювання автомобілів, Toyota Auris отримав максимальні 5 зірок за безпеку. Auris став першим автомобілем в малому середньому класі С, котрий отримав такі високі бали. В наступному випуску програми «Життя за правилами» ви дізнаєтеся більш детальну інформацію про системи безпеки автомобілів. Спонсор програми «Життя за правилами» Toyota Центр Харків Арт Сіті на Коцарській.